Здравствуйте! Все слышали о 7 чудесах света, но настолько поверхностно, что даже не могут их перечислить. Давайте исправим эту ситуацию. 7 чудес света – это величайшие творения рук человека, созданные тысячи лет назад. Список был создан еще в 3 веке до нашей эры. Цифра 7 выбрана не случайно, она олицетворяет совершенство, полноту, одним словом – завершенность. Итак, поехали. Первое чудо света. Великие египетские пирамиды, расположенные в Египте на плато Гиза, недалеко от Каира. Считается, что пирамиды воздвигались в период с 16 до 13 веков до нашей эры, то есть несколько сотен лет. Всем известная пирамида Хеопса – это единственный сохранившийся памятник из 7 чудес света, дошедший до наших дней. На ее строительство ушло около 20 лет и закончили в 2540 году до нашей эры. Второе чудо света – висячие сады Семирамиды. В 500-е годы до нашей эры между Вавилоном и Ассирией шла война, и для победы вавилонский царь заключил военный союз с царем Мидии, тем самым одержав победу. Царь Вавилона Навуходоносор II женился на дочери медийского царя, красавице Аметис. Но Вавилон был шумный и пыльный, он располагался на голой песчаной равнине. Вавилонский правитель приказал для своей возлюбленной возвести висячие сады, напоминающие ей гористые и зеленые равнины Мидии. Отсюда всплывает второе, более правильное название – висячие сады Аметис. Но в 1 веке до нашей эры наводнение размыло фундамент строения, и чудо света рухнуло. Третье чудо света – статуя Зевса в Олимпии, Греция. Как известно, там зародились Олимпийские игры, и лишь спустя 300 лет греки задумались: мы же соревнуемся в честь отца богов Зевса, но черт возьми, у нас даже нет храма в его честь. И начался сбор пожертвований на его строительство. Стройка длилась 10 лет, и лишь потом приступили к созданию самой статуи Зевса. Это было грандиозное сооружение высотой до 17 метров, по другим данным 12 метров, и состояло из слоновой кости и 200 килограмм золота. Открытие статуи состоялось в 435 году до нашей эры. Дата и место уничтожения статуи точно неизвестны. Это было либо в 476 году в Константинополе, куда ее перевезли и после пожара ее не стало, либо ее никуда вообще не перевозили, и она опять же сгорела в собственном храме в 425 году. Но нельзя сказать, что сгорела сама статуя, так как к тому времени, после грабежей, от нее остались лишь основания, несколько колонн и скульптур. Само собой, от золота уже не было и следа. Четвертое чудо света – храм Артемиды. Расположен на территории современной Турции, но во время создания это была греческая земля. Этот храм был воздвигнут в честь богини Артемиды, которая заботилась и любила все живое – зверей, деревья и, само собой, людей. Строили храм жители Эфеса, и внутри строения располагалась сама статуя Артемиды, сделанная из слоновой кости и золота. На дворе стояла первая половина VI века до нашей эры. Храм использовался для проведения религиозных церемоний, но в то же время он был деловым и финансовым центром Эфеса. Но в 356 году до нашей эры ночью безумец по имени Герострат поджег храм, желая прославиться. После он был восстановлен, но далее его грабили, растаскивали по кускам, и до наших дней дожила только одна восстановленная колонна. Пятое чудо света – Галикарнасский мавзолей, надгробный памятник корейского правителя Мавсола, расположен в Турции. Его создание началось в 359 году до нашей эры, еще при жизни Мавсола. Простоял мавзолей 19 веков, и в 13 веке он рухнул от сильного землетрясения. Шестое чудо света – Колос Родосский. Это гигантская статуя в честь греческого бога солнца Гелиоса, установленная в портовом городе в Греции. Строительство началось в промежутке 292 и 280 годов до нашей эры, и в течение 12 лет скульптор Харрис сделал 36-метровую глиняную статую, обшитую бронзовыми листами. Но при этом он влез в такие долги, что не смог с ними рассчитаться,
и в итоге покончил жизнь самоубийством. Статуя простояла 65 лет, но землетрясение переломило ее в области коленей, и гигант рухнул. Поднять ее не было ни сил, ни желания, и пролежал бог солнца на земле более 1000 лет. Хотя есть легенда, что ее все-таки восстановили, но очередное землетрясение снова повалило колосса. И в итоге статуя была продана арабам, части которой вывезли на 900 верблюдах. Седьмое чудо света – Александрийский маяк. Этот маяк был создан в 3 веке до нашей эры возле египетского города Александрии. Высота маяка 135 метров, и свет ночью был виден до 50 километров. Но что примечательно, днем маяк помогал миновать рифы при помощи дыма. Работал он на дровах, а отражали свет пламени отшлифованные бронзовые пластины. Но к 12 веку бухта, где был установлен маяк, стала настолько илистой, что корабли стали обходить ее стороной, и маяк пришел в упадок. Пластины переплавили на монеты, и в 14 веке землетрясение уничтожило строение. Итого маяк служил людям верой и правдой 1783 года. Ну вот и все. И если вы немного увеличили свой кругозор, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. До новых встреч!